Всех приветствую на канале, и сегодня у нас будет видео, в котором я буду придираться к такому аппарату, как Borg C700. Этот аппарат уже не производится, и новыми его, конечно, не найти, но его очень часто можно встретить на вторичном рынке, при этом ценник может быть очень разным, порой доходит даже до $200 за БУ экземпляр. Но вот стоит ли он этих денег и стоит ли вообще с ним связываться? В этом видео мы постараемся в этом разобраться и ответить на эти вопросы, а также узнаем о всех минусах этого аппарата, о его частых проблемах и, как бы то ни странно звучало, о его плюсах. Да, и такое бывает. Почему я буду придираться к этому Боргу? Ну потому что этот Борг стоит гораздо дороже, чем его безымянные китайские собратья, а по моему мнению он ничем особым не отличается от них. Что ж такое Borg C700 по своей сути? Это классический термоблочный аппарат с механическим управлением и без функции кипятка. Это, кстати, очень важный момент, о котором я расскажу далее. В продажу поступило примерно в начале 2011 года. На такой же элементной базе построены сотни бюджетных китайских АМ аппаратов, которые можно встретить в каждой стране под разными торговыми марками. Внешне у C700 довольно стильный и симпатичный корпус. Кстати, Borg имеет близнеца в виде Breville Cafe Венеция, вышедший на рынок в Северной Америке в том же году и с теми же проблемами. Корпус практически такой же, как у Zelmer Maestro, поэтому периодически будет сравнение с этой моделью от Zelmer. Все основание корпуса выполнено из металла, пусть не толстого, но все же и не фольги поверх пластика, как у многих. Верхняя платформа для чашек тут силуминовая и имеет матовое покрытие, которое вполне неплохо противостоит царапинам и влаге, в отличие от того же Zelmer, где такая же платформа, но глянцевая, покрывалась пятнами и легко царапалась. Поддон для капель тут пластиковый, что тоже очень хорошо помогает сохранять его внешний вид, потому что у Zelmer он силуминовый и краска там слезала очень быстро. Следующее это днище, оно тут тоже пластмассовое. И это очень хорошо, потому что у большинства аналогов днище сделали массивным, но силуминовым, а от частых протечек и неаккуратного пользования краска начинала облазить и силумин сыпаться. На этом в принципе можно и перестать хвалить эту модель, так как далее идут раздражающие факторы, и самым первым является именно рожок со своим механизмом извлечения корзины. И я скажу, такое удобство и даром не нужно, потому что китайцы решили поставить кнопку снизу рожка, которая бы выталкивала корзину, и чтобы как-то ее изолировать от протечек кофе, поставили под пластиковой вставкой уплотнительную резинку. Вся эта конструкция рано или поздно начинала протекать, а кофе начинало течь и через эту кнопку. Точно такое же было и с рожками у Breville. Чтобы решить эту проблему, производитель предлагал менять уплотнитель, но новый, как правило, тоже подтекал, потому что внутренняя часть силуминового рожка успевала покрываться мелкими наростами от реакции с водой и не давала плотного прилегания. Далее это полностью пластиковая группа, а точнее крепление рожка. Эти крепления с небольшими отличиями китайцы ставили в очень большое количество аппаратов и даже в более современных. И тут вылазит сразу несколько проблем. Первое это то, что эти крепления могут трескаться. Лично мне не попадались случаи с трещинами, но в сети встречаются фото с треснутыми. Вторая проблема – стирание граней направляющих, и это приводит и к перекосам, и проседаниям рожка в группе, а результат – протекание воды поверх рожка. Многие думают, что это износ уплотнителя и меняют его, но эффект тот же, и менять в этом случае нужно полностью крепление группы. Может это изначально запланированный выход из строя, а может банальная экономия, тем не менее в более новых Боргах такое крепление уже не ставили, хотя пластик используют и дальше. К теме группы можно добавить и типичный для многих уплотнитель группы, который, кстати, и на дедике такой же. Его беда в том, что он тонкий и хрупкий, легко повреждается крупинками кофе, если их не убирать из кромки сита при установке рожка в группу, поэтому за ним нужно следить. Теперь плавно перейдем внутрь аппарата, и тут первое проблемное место это его плата, она же блок питания и она же плата управления. При этом попадаются два разных варианта плат и оба посредственного качества изготовления. По сути, управление тут производится только работой помпы с помощью семистера, а блок питания выполнен бюджетненько по принципу емкостного сопротивления с парой конденсаторов, которые через время теряют свою емкость. В основном большая часть проблем платы кроется в именно китайской элементной базе. Тут и теряющие емкость эти же конденсаторы, и пробои семистера, и заклинивание реле с подгоранием,
после чего может перегореть пол платы. Кстати, сюда же можно добавить и защиту этой платы от влаги. Это, можно сказать, одно название. Прицепили криво козырек на один саморез и на этом успокоились. Но стоит лопнуть тефлоновой трубки, идущей от помпы к термоблоку, то козырек не спасет от летящих во все стороны брызг. И это я встречал на многих аппаратах. Следующее — это применение в проточном нагревателе, которым является термоблок, механических термостатов. Это просто нонсенс. Так делали в пору появления первых термоблочных кофеварок. На старых термоблоках еще в конце 90-х, начале 2000-х. А также такое ставят китайцы в самые дешевые, самые бюджетные аппараты. Но делать такое в аппарате на термокоиле, да еще и с немалым ценником, это уже жлобство. Ведь этот термостат включит нагрев только после того, как температура на поверхности термоблока упадет на 10 градусов, а это уже потеря и времени, и температуры. Вот именно из-за этого куча жалоб на то, что 700-й Борг делает теплый, а не горячий кофе. И большинство рекомендаций по прогреву кофеварки и чашки не дают особо толкового результата. Да, стоит упомянуть, что это очень популярное решение и часто встречается на многих других брендовых аппаратах. Также добавлю, что, к примеру, функция пар здесь запускает помпу, даже не дождавшись полного нагрева аппарата. Это все потому, что контроля температуры нету, и плата управления не знает, до какой температуры нагрелся аппарат, сработал ли термостат или нет. Поэтому запуск помпы в импульсном режиме для прокачки воды для пара включается просто по таймеру, заложенному в контроллер. Далее, что мне тут не нравится, и это не только у этого Борка, это просто сплошь и рядом. Подавляющее большинство термоблочных аппаратов имеют этот элемент. Это именно силуминовый механический переключатель воды пара. Его принцип работы как у картриджа в смесителях воды. Внутри имеется две керамических пластины, и вращением одной из пластин соединяются каналы, а вошедший поток воды с термоблока направляется либо на группу, либо на дренаж, либо на стимер. И вроде все бы хорошо, но у пластин со временем вырабатывается смазка, и переключение идет очень туго, особенно это заметно после взбивания паром. Вращение может быть даже со скрипом или вообще заклинивать. Помимо этого, очень часто в этих переключателях скапливается накипь, и сам силумин от воды, разрушаясь, создает осадок, который забивает каналы. Особенно проявляется у постоявших без использования аппаратов. Получается, нужно как-то чистить эти каналы, собственно для этого и делают декальцинацию спецраствором. Но тут вспоминаем, что у нашего Борка нету функции кипяток. Да, у большинства даже более дешевых аппаратов она есть, а тут, увы. Но зачем она в принципе нужна? А нужна она здесь как раз для того, чтобы можно было прочистить канал, выводящий поток пара. Ибо по-другому направить воду с раствором для декальцинации по этому пути, кроме как отдельной функции кипятка, некак. И вот как только наступает момент, что пар не идет или очень слабый, то чистка — это целое приключение, порой заканчивается ничем. И весь этот переключатель нужно разбирать и чистить, но не все они разборные, порой приходится и менять. А все бы могло быть проще, если бы была функция кипятка, и можно бы было через этот канал попросту пропустить кипяток с раствором. И это бы дало бы нормальный эффект для очистки. Думаю, что косяков тут можно найти еще больше. Одним из которых, к примеру, является крепление трубки пара. Тут оно какое-то вообще халтурное. Подставили кусочек резиночки, а при вращении это создает дополнительный скрип, если его не смазать. Но все эти косяки будут не так критичны, да и нету аппаратов полностью идеальных. У всех есть свои изъяны. Другой вопрос, что некоторые изъяны удается исправить или доработать, а от некоторых лучше отказаться еще на этапе покупки аппарата. Но не все же у этого Борка и плохо. Относительно других аппаратов, собранных на той же конструкции и даже в таком же корпусе, то у 700-го есть и положительные моменты, которые тоже, я думаю, стоит упомянуть. И основной плюс — это то, что сюда поставили термокоил, а не старый термоблок из двух половинок, который стоял в Zelmer Maestro, Suprema, в Krups 4000, в той же Breville Cafe Roma, которая в свое время стоила $250. Да и в множестве других аппаратов пихали такой термоблок. И у всех этих аппаратов без исключений старый термоблок всегда неизбежно тек после просадки уплотнителя. И это было самым слабым местом, так как эта протечка создавала массу различных проблем. Начиная от коррозии самого термоблока, что делало очень трудным его разбор, и заканчивая коррозией силуминовых групп, как то было у Krups 4000. После этого можно только выбросить аппарат. Но после того, как начали ставить эти термокоилы, то как минимум избавились от протекания даже на бюджетных аппаратах. Также стоит отметить момент с дренажом и сбросом в поддон для капель. Он у Борка не вызывает таких проблем, как, например, у Zelmer Maestro или Suprema, у которых после сброса давления вода разбрызгивалась и попадала на днище и под кофеварку. А после сброса пара этот пар
пар мог попадать не только на поддон, но и внутрь, образуя конденсат, вызывая гниение днища и окисление элементов на плате. Ну и в конце концов, личный плюс от меня за то, что 700 адекватно разбирается, в отличие от этого Zelmer. Кто пытался у Zelmer снять платформу для чашек через мелкие отверстия, тот меня поймет. У Борка в этом плане все продуманнее, и разбор происходит довольно легко и удобно. И вот пришло время ответить на главные вопросы этого видео. Стоит ли 700 своих денег на момент выхода? А это порядка $320-360. Как по мне, то скорее нет, чем да. С таким набором изначальных косяков в виде недогрева из-за механических термостатов, низким качеством элементов платы управления, отсутствие нормальной возможности декальцинировать контур пара, плюс ко всему еще и высокий процент брака, и в сухом остатке остается не так и много, за что бы можно было отдавать такие деньги. Если и стоило в то время брать что-то на термоблоке, но более-менее толковое и не такое ломучее, то можно было посмотреть в сторону той же DeLonghi EC820. По начинке это была практически дедика с термокоилом и электронным контролем. Или хотя бы глянуть на старенький Kenwood ES630. Пускай у него старый тип термоблока, но он был интегрирован с группой и прогревал ее, а также имел электронный контроль температуры. К тому же группа была не пластиковая, а алюминиевая. На крайний случай были и простые бойлерные аппараты, которые делали кофе на том же уровне, но были надежнее и дешевле. А если говорить о ценнике на вторичке, который, как правило, находится в районе $100-150, и как исключение $200 за отличное косметическое состояние, то тут мой ответ будет однозначно нет. Если у этого Борка было довольно много брака и возвратов, судя по ремонтным форумам, то спустя время у него проблем только добавилось. Поэтому я лично не рекомендовал бы приобретать Borg C700 на вторичке, и особенно как свою первую кофеварку, ибо она не стоила своих денег за БУ еще когда стояла на полке магазина новой. Я предполагаю, что найдутся те, кто не согласен со мной, и это их право. Но у меня побывало внушительное количество домашних рожков, разных брендов и годов производства, поэтому мне есть с чем сравнивать. И я бы так не придирался, если бы цена этого Борка была на уровне безымянного китайского аппарата в пределах $70-100, ибо большего он не стоит. На этом, пожалуй, я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в новых видео.